Привет, песеры, с вами Морж, ну и как я и обещал, вечерком видосик про номинальные контракты, что у нас здесь за игроки, кого я буду брать, ну и по прокачке тоже поговорим, потому что почему бы на самом деле и нет. Вряд ли вам кому-то интересны, собственно, японцы интересны только японцам, где их использовать, ну можно использовать в каких-то ивентах, собственно, там, где требуются игроки японской лиги, но я, если честно, даже места ими не засираю, ибо нахрен они мне нужны. Никого здесь особо, ну я так просмотрел по статам, по прокачкам, никого здесь особо интересного нет. Единственный плюс в этих игроках за номинальный контракт, собственно, что они прокачаны сходу, то есть тратить на них опыт не нужно. Тут японцы, так сказать, своим сделали хоть какой-то плюсик. Нас, конечно же, интересуют игроки Лиги Чемпионов, да, назовем их так, это скорее всего Лига Чемпионов, ну или, по крайней мере, к ней идет отсылочка. Пользоваться я буду сайтом eFootball Hub, вы все его знаете, он есть в виде приложения eHub для Android и iOS, вы тоже это все дело можете скачать, и здесь это все максимально удобно смотрится. Напоминаю, что полезные ссылки в описании, в закрепленном комментарии, мой телеграм с новостями, моя личка в телеграме, если ты хочешь задонатить с российской карты на мобилочку, и, собственно, чат, где ты можешь пообщаться с единомышленниками, поиграть матчи, ну и все это дело обсудить. Единственное, ребят, читаем правила, соблюдаем правила, не соблюдаешь правила, пошел нахер. Вот такие вот правила чата. Ну и давайте переходить к тем ребятам, которые мне кажутся из этих номинальных контрактов интересными. Итак, первый, кого я буду брать, это, конечно же, Серхио Рамос. 94 у него будет максимальный рейтинг. Он мне нужен под состав ПСЖ. Давайте так, вниз посмотрим. Значит, до этого у нас его была 93-я карточка и вот 94-я. То есть, вот эта карточка как бы самая высокорейтинговая из тех, которые могли быть. Ну, давайте глядеть. Что ж ты не листаешься? Давайте глядеть, как нам предлагают его прокачивать. Значит, тут у нас 13 статов летит аж в защиту, 8 борьба в воздухе, 4 сила ног и выносливость, ну скорость, то бишь стремительность, 4 это ускорение. Значит, сразу же с защиты убираем один стат, потому что вы сами понимаете, 13 стат стоит аж 4, это очень дорого, так сказать. Корпус, прыжок и игра головой, 8 статов, но они у него в принципе и так хороши. Ускорения и скорости у него, конечно, особо нет, выносливость тоже будет подводить, 69 всего, сюда 4 стата, хорошо. Ускорение 63, тут, конечно, беда, печаль и баланс 76. Само собой, дриблу ему качать я бы не делал этого, ну зачем, если так на самом деле подумать. А вот пасы я бы ему усилил. В принципе, у него пас низом и пас навесом 70-73. Это очень неплохо для центрального защитника. Поэтому мы один стат убрали в защиты, зато 4 стата сможем закрыть в пасы. У нас точно так же он получится 94-м рейтингом. При этом очень неплохой пас низом и пас навесом 74-77, как для центрального защитника. И при этом все равно остаются вполне себе вменяемые статы в защиту. Другого я на самом деле не делал бы. Дембеле, я бы думал, брать его или не брать. Да, несмотря на то, что максимальный рейтинг 91 всего, при вот такой вот прокачке, да, тут даже единичка зачем-то в удары идет, но видно лишний стат. Видите, я его убираю, рейтинг не меняется, так что лучше потом этот лишний стат в стиль вкинете. И то толку больше будет. Раньше Дембеле был достаточно неплохо умел в защиту. Сейчас я смотрю, ему статы порезали. При этом очень даже вменяемый пас низом и навесом. Дрибла присутствует, скорость с ускорением тоже кое-какая присутствует. И, наверное, я бы... Ну, скорее, да, этот один стат я бы вкидывал либо в стиль, либо, не знаю, борьбу в воздухе хоть на единичку бы поднял, чтобы корпус был 75. В остальном, в принципе, я согласен с прокачкой. Ну, хотя, ладно, пасы можно вот здесь вот сделать не 9, а 8, допустим, и 3 стата у нас получается, да? И... Ну, тут на 4 даже можно что-нибудь поднять. Или защиту на 2. Или ускорение на 2. Чтобы баланс был 90. Он от штрафной до штрафной. Вот я бы, наверное, вот так вот, да. Я бы поднял ему на 2 ускорения, чтобы у него было 71 умение атаковать. И баланс 90. И вполне себе меня бы он устроил, несмотря на рейтинг 91. Чумик. Это самая сильная его карточка. До этого у нас были гораздо меньшие рейтинги. Сейчас у нас 96-й. Тоже буду брать я его обязательно под свой состав Реала. Значит, автоматическая прокачка. Из-за того, что напорник, тут, конечно, делается основной упор на защиту. Вы видите, в защиту улетает аж 12 статов. Но я бы Чумика качал именно как центрального полузащитника.
И при этом защиту я бы ему опускал вот так вот до 8. Для центрального полузащитника это за глаза, так сказать. На центрального полузащитника, кстати, он становится вполне без проблем. И стиля штрафной до штрафной на центральном полузащитнике работать будет. Корпус, ладно, вполне достаточно. Скорость, выносливость, сила удара достаточно. А вот ускорение я бы именно как центральному полузащитнику ему поднимал. Давайте пасы пока сделаем вот так тоже. У нас 14 аж статов. Я вот, наверное, бы до 8 поднимал бы ему ускорение, баланс и умение атаковать, так как мы делаем центрального полузащитника. И здесь на выбор. Либо еще можно на троечку поднять пасы, то есть пас низом у нас будет аж 90. Вот. Либо на троечку поднять дриблу. Тогда скорость дриблинга у нас увеличится до 80, заходит в зеленую зону. Ну и контроль мяча и остальное поднимается. Тут уже, я думаю, вы сами решите, что для вас важнее. Я бы больше делал упор на пас и выгонял бы пас низом, чтобы он был аж 90. То есть моя прокачка была бы вот такая. 95 бы он был на опорнике, но при этом я считаю, что он был бы очень сбалансированным центральным полузащитником. Вот какое-то такое мое мнение. Далее Фернандес, тоже 94-я карточка, самая лучшая из Фернандесов. От команды Дели чемпионата мира у нас она была 92-я. Давайте смотреть, что у нас здесь по автоматической прокачке. Очень сильный упор на пас, ну, как бы пас больше нужен центральному полузащитнику. Ничего абсолютно не вкинуто в корпус, немножко вкинуто в защиту, чуток вкинуто в скорость. Простите, пожалуйста, забыл выключить телефон. Так, я бы, наверное, на 2 уменьшал скорость, получал бы 6 халявных статов и сразу бы 4 закидывал вот сюда. Потому что прыжок, что корпус, что игра головой, в принципе, центральному полузащитнику нужна. Пока что 2 стата у нас осталось. Так, пасы. Пас навесом, пас низом. Тут 12 аж, ну дорого. С другой стороны, а что мы потом будем выкручивать? Давайте пока вот так опустим до 8. Ускорение, умение атаковать и баланс поднимаем до 8. 6 статов у нас еще остается. В принципе, у него присутствует и умение атаковать, и реализация. К сожалению, нужны ли они ему, не нужны. Ну, при том, что по единичке можно вкинуть, давайте 4 сделаем в удары. То есть реализацию поднимем до 76. У нас остается 2 стата, которые, ну, наверное, можно закинуть в борьбу в воздухе, например. Мы ее и так поднимали, сделаем еще немножечко больше. То есть моя прокачка на данный момент у него была бы вот такая. Да, он был бы 93, а не 94. Но мне кажется, что так он будет более сбалансирован. Ну и последний товарищ, которого я буду брать, это Тел, нападающий Баварии. Опять же, под мой состав Баварии, и максимальная прокачка у него 12 аж в удары, ого, так сказать, 12 в ускорение до 93 ему аж раскидывает, чуток в корпус, чуток в скорость, дрибла, ну, паса у него нет и дергать его и не стоит, и здесь, наверное, я с автоматической прокачкой бы согласился. Реализация и умение атаковать у него изначально не слишком хорошие, да, тут благодаря прокачке хорошо дергается вверх ускорение, кстати, это его лучшая карточка, его предыдущая карточка всего лишь 80. То есть на лавку для Баварии садится вообще потенциально великолепно. 91-я карта. Вот такие ребята у нас представлены. Вот этих я буду брать для себя и вот так вот прокачивать. Пиши, кого взял ты. Может, уже кого-то успел затестировать. С удовольствием все это дело почитаю. На этом, ребят, прощаюсь. Эпиков откроем завтра. С вами был Морж. До новых встреч. Пока-пока.